Друзья, всем большой привет! В этом видео я хочу показать очень нежный и в то же время выразительный и объемный узор. Он сочетает в себе изящные листочки и классические жгуты, образуя тем самым гармоничный рисунок. Такой рисунок подойдет для вязания любого плечевого изделия, будь то джемпер, кардиган, свитер, футболка, топ, а также интересно и красиво будет смотреться в шале и палантине. Пряжа для такого узора подойдет любой толщины, и тонкая, и средней толщины, и толстая. Но чем объемнее пряжа, тем интереснее и выразительнее будет выглядеть рисунок. Спицы подбирайте соответствующей толщине выбранной пряжи и вашей личной плотности вязания, а также желаемой плотности полотна. Так, например, для вязания шали или палантина необходимо взять спицы на один размер или даже на 2 размера больше, подходящих для данной пряжи. Вот так выглядит лицевая сторона узора. Изнаночная сторона узора совершенно гладкая, так как жгутики с изнаночной стороны, как вы знаете, имеют гладкую поверхность. Снизу полотно образует легкую волну, которую легко можно исправить при помощи пара во время влажной тепловой обработки. Или если вы будете начинать вязать изделия с планки или какой-либо резиночки, такая легкая волнистость совершенно исчезнет. Но можно начинать вязать изделия и сразу с рисунка, с узора, чтобы у вас по низу изделия, по краю была такая волнистость легкая, что придаст изюминку изделию. Вот так выглядит узор при вязании сверху вниз. Тоже очень интересно, красиво, необычно и эффектно. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Первый, третий, пятый и седьмой. Это лицевые ряды, которые всегда вяжутся справа налево по схеме и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. Четные ряды на схеме не указаны, второй, четвертый, шестой и восьмой. При поворотном вязании это изнаночные ряды, которые вяжутся слева направо по рисунку. То есть вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 8 рядов. Провязав последний седьмой лицевой ряд по схеме, мы возвращаемся по изнаночной стороне и вяжем 8 изнаночный ряд по рисунку слева направо. И далее начинаем повторять узоры вверх по вязанию с 1 по 8 ряд. Нужное количество раз. Раппорт узора в ряду состоит из 21 петли. Раппорт узора на схеме выделен розовым цветом и находится между двумя вертикальными розовыми линиями. Раппорт узора – это часть узора, которая постоянно повторяется. 21 петля, 21 петля, 21 и так далее. Столько раз по 21 петле, сколько вы наберете раппортов. Также на схеме мы видим 8 петель, которые указаны после раппорта. Это петли симметрии, для того, чтобы узор был зеркальным справа и слева полотна. Они вяжутся только один раз в конце лицевого ряда и, соответственно, в начале изнаночного ряда. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 21, на число петель раппорта. Плюс один раз вы добавляете 8 петель симметрии. И плюс добавляете 2 кромочные петли. Вот такие черные вытянутые овалы означают на схеме изнаночные петли. Такой узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу все ряды
и четные, и нечетные являются лицевыми. И все они вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора по кругу, ваше количество петель должно делиться на 21, на число петель раппорта. Петли симметрии и кромочные петли набирать не нужно. Но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. Если вы будете вязать таким узором изделия, начиная от горловины сверху вниз, то вам нужно учитывать петли симметрии, чтобы узор гармонично расположился на полочке, спинке или на рукавах. То есть для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора сверху вниз, ваше количество петель должно делиться на 21, и плюс вы добавляете 8 петель симметрии, и плюс добавляете одну петлю для замыкания петель в круг. Кромочные петли, конечно, не нужно набирать. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. Самым обычным способом набора петель длинный хвост. На спице я набрала 31 петлю. Это один раппорт узора, 21 петля, плюс 8 петель симметрии, 29 петель, и плюс 2 кромочные петли, которые обозначены на схеме вот такими удлиненными черными овалами, 31 петля. Завязала кончик нити на узелок. И теперь буду провязывать один подготовительный ряд перед тем, как начать вязать узор по схеме. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первую кромочную петлю я всегда буду снимать, а последнюю провязывать изнаночной бабушкиной петлей. Итак, снимаю кромочную петлю и все петли до конца ряда провязываю изнаночными петлями. Если вы вяжете классическим способом вязания, все петли до конца ряда провязываете изнаночными классическими петлями. При вязании по кругу также необходимо провязать подготовительный ряд, чтобы легко было начать вязать первый ряд по схеме, первый ряд узора. При вязании по кругу подготовительный ряд провяжите всеми лицевыми петлями от начала до конца ряда. Если вы начинаете вязать изделие с резиночки или какой-либо планки, такой подготовительный ряд вязать не нужно. Вы сразу начинаете вязать изделие по схеме с первого ряда схемы. Итак, весь ряд я провязала изнаночными петлями. Такой подготовительный ряд вяжется только один раз перед началом вязания узора по схеме. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля у меня. Вы вяжите кромочные петли так, как вы привыкли. Мы провязали подготовительный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, которая обозначена на схеме горизонтальной черточкой. Провязываем изнаночную. Далее идут 2 лицевые петли, на схеме обозначены вертикальными черточками. Провязываем 2 лицевые. И далее идет обозначение жгутика. Это 2 такие линии с наклоном влево. И вот здесь такие линии, которые скрещенные. Это означает перекрестить 4 петли с наклоном влево, куда показывают вот эти наклоненные линии. То есть вот перед нами 4 петли, 1, 2, 3, 4. Мы должны перекрестить эти петли с наклоном влево.
Для этого первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли, то есть не перекрещивая, так и переснимаем. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая и 2 лицевая петля. На правой спице 2 переснятые петли и 2 провязанные петли. Теперь левую спицу впереди работы слева направо вводим в переснятые петли. Вот так это выглядит. Затем придерживаем пальцами левой руки провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. Затем возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем эти 4 петли. То есть у нас вот такой наклон влево получается. И затем провязываем непровязанные петли, которые у нас оказались на левой спице. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Мы перекрестили 4 петли с наклоном влево, без использования дополнительной спицы. Далее идут по схеме 2 изнаночные петли. 1, 2. Далее идут лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Провязываем 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 лицевая петля. И в конце раппорта изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Вешаем после раппорта узора маркер и начинаем провязывать следующий раппорт, начиная с изнаночной петли и заканчивая изнаночной петлей. И так провязываем все ваши раппорты, которые вы набрали до конца ряда. После последнего раппорта в конце ряда вешаем маркер и провязываем 8 петель симметрии. У меня здесь 1 раппорт, после которого я вешаю маркер и провязываю петли симметрии. 1 изнаночная, 2 лицевые. И затем нужно перекрестить 4 петли с наклоном влево. Вот эти 4 петли. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Затем перед работой левую спицу вводим слева направо в 2 непровязанные петли переснятые. Вот так. Провязанные петли придерживаем пальцами и выводим правую спицу из всех 4 петель. Затем возвращаем на левую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас провязанные петли, на левой не провязанные, которые провязываем лицевыми. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Мы перекрестили с наклоном влево 4 петли без дополнительной спицы и изнаночная петля. Заканчиваем ряд изнаночной петлей. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды вяжем по рисунку. При круговом вязании по рисунку первого ряда справа налево.
можно смотреть, а при поворотном вязании по рисунку первого ряда слева направо. Можно смотреть на схему, а можно смотреть только на петли и вязать ту петлю, какую видим. Обратите внимание, что там, где у нас был жгутик, где мы выполняли перекрещивание петель с лицевой стороны, с изнаночной стороны протянулась ниточка. Чтобы жгутик не был деформирован, эта ниточка не должна быть туго натянута, но и не должна очень свободно висеть. Она должна быть лежать на полотне вот так, в ненатянутом виде. Итак, кромочную петлю снимаем. Далее вяжем лицевую петлю. Вяжем лицевую, вяжем лицевую. Это была изнаночная петля в первом лицевом ряду. Далее у нас было перекрещивание 4 петель. С изнаночной стороны мы видим на этом месте 4 изнаночные петли. Провязываем 4 изнаночные. То есть те петли, какие видим, такие и вяжем. Далее опять у нас идут 2 изнаночные петли. Это были 2 лицевые в первом лицевом ряду. Вяжем 2 изнаночные. Далее у нас идет лицевая петля. Это была изнаночная петля в первом лицевом ряду. Мы провязали петли симметрии и далее начинаем провязывать раппорт узора. Лицевая петля. Это была изнаночная петля в лицевом ряду. И далее вяжем 11 изнаночных петель. Это были 11 лицевых петель в лицевом ряду. Итак, по рисунку провязываем весь ряд. Можно на схему не смотреть. Или только для того, чтобы контролировать себя, можно смотреть на схему. Итак, 1, 2 изнаночная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изнаночная петля. Далее у нас идут 2 лицевые петли. Это были 2 изнаночные петли. Вот я сейчас смотрела, какая у меня лицевая петля или какая здесь. То есть в начале вязания это не очень понятно. Поэтому я и показываю, что можно контролировать себя по схеме. Вот я посмотрела, здесь были 2 изнаночные. Значит, это у меня должны быть 2 лицевые. А потом уже, когда начнете вязать далее полотно, смотреть на схему не обязательно. Это только вот так вот во втором ряду, в самом начале вязания узора. Итак, 2 лицевые петли. Далее у нас идут 4 изнаночные петли. Это были 4 лицевые петли жгутика. 1, 2, 3, 4. Далее идут 2 лицевые петли. Это были 2 изнаночные петли. И лицевая. А вот здесь 2 изнаночные петли. Это были 2 лицевые петли в изнаночном ряду. 2 изнаночные петли и лицевая петля, которая была изнаночной в лицевом ряду. То есть я вот смотрю на петли, какие мы вязали в лицевом ряду. А потом уже можно и не смотреть, как я говорила. И кромочная петля изнаночная. Мы провязали второй изнаночный ряд по рисунку. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 3-й лицевой ряд справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Далее идет у нас идут 6 лицевых петель. 1, 2 лицевая петля, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные петли. И далее обозначение вот такой вот треугольник с наклоном вправо.
Это 2 петли вместе, которые провязываются одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Чтобы мне провязать эти 2 петли с наклоном вправо, я должна поменять положение своих петель на классическое. Для этого я переснимаю на правую спицу 2 эти петли, заводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Пересняла 2 петли, этим я развернула 2 петли. То есть у меня правые стенки петель были за спицей, а теперь правые стенки петель оказались перед спицей, как при классическом способе вязания петель. И теперь возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю эти 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, петли у вас уже расположены правильно правыми стенками перед спицей, поэтому вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Еще раз провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Переснимаем по очереди эти 2 петли на правую спицу, заводя правую спицу слева направо за заднюю стенку петли. Заводим правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаем петлю на правую спицу. Возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее у нас идет накид лицевая 1 раз, накид лицевая 2 раз, накид лицевая 3 раз, накид лицевая 1 раз, накид лицевая 2 раз, накид лицевая 3 раз и накид. Далее идет обозначение. Вот такой вот треугольник черного цвета с наклоном влево означает 2 петли вместе провязать одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны поменять положение ваших петель на бабушкино. У вас петли расположены вот таким образом. Вот правая стенка петли, вот она, правая стенка, правая дужка петли у вас находится перед спицей, поэтому вы должны поменять ваше положение ваших петель на бабушкино, чтобы эти стенки правые оказались за спицей. Для этого по очереди переснимаем эти 2 петли на правую спицу, заводя правую спицу слева направо с переднюю стенку петли, как будто вы хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете, а переснимаете петлю. Заводим правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаем петлю. Мы развернули 2 петли, поменяли их положение на бабушкино, и теперь возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. Теперь правые стенки петель, вот петля, вот ее правая сторона, правая стенка теперь находится за спицей, как при бабушкином способе вязания. При бабушкином способе вязания эти петли разворачивать не нужно. И теперь провязываем эти 2 петли сразу вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Мы провязали вот это обозначение. И еще раз провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я, не разворачивая эти петли, провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и начинаем повторять раппорт узора, начиная с изнаночной петли и заканчивая изнаночной петлей. Повторяем раппорты узора, переснимая маркеры. После последнего раппорта вешаем маркер и провязываем петли симметрии в конце ряда.
изнаночная петля, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и изнаночная петля. Мы провязали 8 петель симметрии узора. Вот эти 8 петель и кромочная петля изнаночная бабушкина у меня. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Четвертый изнаночный ряд. Вяжем по рисунку. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем лицевую петлю. Далее у нас идут изнаночные петли, 6 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вяжем те петли, какие видим. Вот у нас дальше идет косичка лицевой петли. На схему уже можно не смотреть. Здесь уже все видно четко, какая это петля. Вот косичка лицевой петли. Вяжем лицевую. Далее опять вот у нас идут косички петель. Вяжем лицевую. Далее изнаночную видим. Вяжем изнаночную. Еще раз изнаночная петля. Накид. Провязываем открытой петлей изнаночной за переднюю стенку, так, чтобы образовалась дырочка. Чуть туже провязываем, чем обычно, чтобы дырочка была аккуратная. Вот так. Далее у нас идет изнаночная петля. Опять же накид, изнаночной петлей за переднюю стенку провязываем чуть туже, чем обычно, чтобы дырочка получилась аккуратная. Изнаночная петля. Опять накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей чуть туже, чем обычно, за переднюю стенку. Изнаночная. Вот опять изнаночная идет петля. Далее 2 лицевые петли видим и вяжем 2 лицевые. Далее видим изнаночные петли, 6 изнаночных петель. Провязываем 6 изнаночных, те петли, какие видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее видим косичку лицевой петли, которая уже четко видна. Это только во втором ряду было плохо видно, и я смотрела на рисунок первого ряда. Кромочная петля, изнаночная в конце ряда. Мы провязали изнаночный 4-й ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 5-й лицевой ряд. Слева направо. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Далее видим обозначение. 4 петли необходимо перекрестить с наклоном вправо, куда указывают вот эти вертикальные черточки, наклоненные вправо. Вот эти 4 петли перед нами. Нить рабочую переводим вперед работы. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли, то есть не перекрещивая их. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. Для этого нить заводим за работу. Вот эти 2 петли, которые мы пересняли, у нас обвились этой нитью. То есть нить проходит вот так, прямо по этим петлям сверху. И провязываем следующие 2 петли лицевыми. Туго не натягивайте, но и расхлябанная вязать, лежать эта петля, нить не должна. Следующие 2 петли провязываем лицевыми
петлями. Вот так это выглядит. 2 переснятые петли, перед ними нить находится и 2 провязанные петли. Теперь сзади работы левую спицу вводим слева направо в 2 переснятые непровязанные петли. Вот так это выглядит. И придерживая пальцами провязанные петли, выводим правую спицу из всех 4 петель. И теперь вот эти провязанные петли возвращаем на правую спицу. Пятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. И далее идет обозначение перекрестить 4 петли с наклоном вправо, куда указывают наклонные линии. Вот у нас 4 петли, мы их перекрестим с наклоном вправо без дополнительной спицы. Для этого рабочую нить переводим вперед работы. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. При этом нить нужно перевести опять за работу. Нить не должна сильно быть натянута, чтобы жгутик не деформировался. Слегка вот так ее натягиваем и провязываем следующие 2 петли лицевыми петлями. 1, 2. Вот так это выглядит. И теперь за работой левую спицу вводим слева направо в 2 непровязанные петли. Вот так. И теперь правую спицу выводим из всех 4 петель, придерживая пальцами левой руки провязанные петли. И перед работой возвращаем провязанные петли на правую спицу. И вот так перекрещиваем с наклоном вправо. На левой спице у нас не провязанные петли, на правой 2 провязанные. И теперь провязываем не провязанные петли лицевыми петлями. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Мы перекрестили 4 петли без дополнительной спицы с наклоном вправо. Далее идут 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Еще раз 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Далее идет у нас накид лицевая 1 раз, накид лицевая 2 раз, накид лицевая 3 раз, накид лицевая 1 раз, накид лицевая 2 раз, накид лицевая 3 раз и накид. И далее 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево.
еще раз 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, и в конце раппорта изнаночная петля. Маркер переснимаем и повторяем раппорт узора, начиная с изнаночной петли и заканчивая изнаночной петлей. В конце ряда после последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем 8 петель симметрии, изнаночная петля, и затем нужно перекрестить 4 петли с наклоном вправо. Мы перекрестим эти петли без дополнительной спицы, переводим нить вперед работы. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Следующие 2 петли, переведя нить опять же за работу, следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. И теперь, вот так наклонив на себя работу, за работой 8 левую спицу слева направо в 2 непровязанные петли. Вот так. И затем выводим правую спицу из всех 4 петель, придерживая пальцами провязанные петли. И перед работой возвращаем провязанные петли на правую спицу. И вот так перекрещиваем эти 4 петли с наклоном вправо. На правой спице провязанные петли, на левой не провязанные, которые провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Далее идут 2 лицевые петли и изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 5 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 6 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли, самостоятельно. Накиды провязываем изнаночной петлей при поворотном вязании и лицевой петлей при круговом вязании. Встретимся в 7 лицевом ряду. 7 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем 2 изнаночные петли и 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевая петля и в конце раппорта изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Далее повторяете раппорт узора, начиная с изнаночной петли, заканчивая изнаночной петлей. Столько раз, сколько у вас набрано раппортов. Переснимаем маркеры. После последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем 8 петель симметрии в конце ряда. Изнаночная петля, 6 лицевых петель, 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3, 4, 5 и 6. И 8 петля симметрии, изнаночная петля, в конце ряда последняя кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Вот так уже начинает у нас вырисовываться узор. Вот с таким ажуром красивым, аккуратным. Вот здесь уже у нас начинаются переплетения жгутиков. Далее провязываем, развернув работу на изнаночную сторону, 8 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, узор вам понравился и мастер-класс вам понравился. Спасибо всем за внимание, за ваши лайки, за комментарии, за подписки.
Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, узор вам пригодится. Пока-пока. До новой встречи.